В ролике готовлю сытный, насыщенный томатный суп. Это будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Когда, как не осенью, готовить самые вкусные и насыщенные супчики из томатов? Верно, сейчас идеальное время. Помидоры сладкие и спелые, сочные, невероятно ароматные, то, что надо. Не в сезон этот суп отлично получается из помидоров в собственном соку. На моем канале есть видео о том, как я заготавливаю такие помидоры, но можно использовать и магазинные помидорчики, которые уже очищенные. Также на моем канале есть рецепт идеального кетчупа, который я повторяю каждый год. Этому рецепту я не изменяю, и уже огромнейшее количество людей его переготовили и тоже стали готовить регулярно. Ссылки на все рецепты, а также еще несколько полезных заготовок я оставлю в описании под этим видео. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании под роликом. Грубо нарезаю помидоры. Чтобы сэкономить время и силы, я не бланширую их и не снимаю кожицу, а измельчаю блендером, а затем пропускаю через сито. Для такого супа подойдут оба варианта, но так у меня получается быстрее. Измельчаю помидоры блендером. Пропускаю смесь через сито. Нарезаю луковицу. Я режу не очень мелко, все равно суп затем буду измельчать. Также нарезаю чеснок. Готовить буду сразу в кастрюле, чтобы не пачкать дополнительную посуду. Вливаю в кастрюлю масло. Отправляю обжариваться лук и чеснок. Готовлю на среднем огне, помешивая до прозрачности. Всыпаю орегано и перемешиваю. Получится так называемый итальянский томатный суп. А если добавить в него что-то из характерных для Турции специй, получится турецкий томатный. Вот так просто. Добавляю в поджарку муку и картофельное пюре. С ним текстура супа получается просто волшебная. Попробуйте. Перемешиваю, готовлю минуту и вливаю томатное пюре. Перемешиваю, даю закипеть и готовлю на маленьком огне в течение 10 минут. Пробиваю готовый суп блендером, чтобы получить гладкую однородную массу. Пробую, добавляю по вкусу соль, перец и немного сахара, чтобы сбалансировать кислинку от помидоров. Посмотрите, какой он получился красивый. Перемешиваю и можно подавать. В поддержку орегано и средиземноморского настроения я дополнила суп маслинами и оливковым маслом. Очень вкусно! Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео, оставляйте свои комментарии, мне всегда особенно приятно читать, если они, конечно же, приятные. Но если вам что-то не понравилось, то тоже пишите, обсудим и, возможно, придем к какому-нибудь общему знаменателю. Ну а меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Не забывайте подписаться, если вы на моем канале впервые, и если этот ролик вам понравился, нажимайте на колокольчик, и так вкусные рецепты вы не пропустите.